Good morning, my brothers and sisters in Christ. Доброе утро, братья и сестры во Христе. I want to greet you with the greeting that Jesus did to his apostles. Peace be with you. Я хотел приветствовать вам приветствием, как Христос апостолам сказал своим: мир вам. Today I just want to, the sermon I'm going to have is more towards mothers. I was supposed to say a sermon last week, but I got a little sick. Сегодня моя проповедь будет обращена более к мамам. Я должен был сказать на прошлой неделе, но он приболел. So thank you to the brother that took my place. I'm really grateful. Благодарность брату, который меня заместил. Я благодарен за это. So today I want to just take our attention onto 1 Samuel from the beginning of chapter 1. Сегодня я хотел обратить наше внимание, это будет Первое Царство по-русски, с первой главы. So we're going to read from verse 2 to 15, and for time's sake, I'm just going to have Serge read it in Russian. Мы будем со 2 до 15 стиха читать, я прочитаю по-русски. Это будет Первое Царство, первая глава, со 2 стиха. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фефанна. У Фефанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Фенане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Ане же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкан, муж ее: Анна, что ты плачешь, и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина из секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. It's interesting that in the beginning of this book, we have three main characters, and that was Elkanah and his two wives. Интересно, что в начале вот этой книги есть три разных персонажа. Это Елкана и две жены его. Even though the book started with Elkanah, it shows that he was a holy man. He gave to the Lord what was his. А мы видим, что Елкана, он был человек святой, Божий человек, он отдавал Господу то, что принадлежало ему. He went and did offerings and sacrifices to the Lord. In the English Bible it says yearly, but in the Russian Bible it says в положенные дни. Он приносил дары, жертвоприношения Господу. По-русски написано «положенные дни», по-английски написано как бы каждый год. But if we look into the context of the Russian Bible, it is more accurate than the English one. То есть, если глянем в контекст вот русского перевода, здесь более точно, нежели американский перевод. It wasn't once a year, like the English Bible states. It was multiple times throughout the year, whether it was on a holiday or on a major event. It doesn't say, but if we look into the context, it's more than once. Мы видим, что, если в контекст смотрим, это было больше, чем один раз в год. Это было, например, в праздник, какие-то события, то есть это было больше, чем один раз в год он ходил туда. And he didn't go by himself. He went with his whole entire family. И он не сам ходил туда, он ходил со всей своей семьей. So he knew his position as the role model and the head of the family, that when I go to the temple, I take my whole family. И так что он знал вот свое место как глав семьи, как бы
глава семьи. Если я иду в храм Божий, я с собой беру всю мою семью. But just because he did that, and he showed that he was a holy man, he had his flaws. Но, несмотря на то, что он это делал, показывает, что он был духовным человеком, у него тоже свои недостатки были. He was a polygamist. Он был как бы многоженство, у него было многоженство. Yeah, like in verse 2 it says that he had 2 wives. Во втором стихе написано, что у него было 2 жены. And so in that era that he lived in, it was typical for a man to have 2 wives or 3. А в то время, в котором он жил, это было как бы естественно для мужчины иметь или 2, или 3 жены. Because when you got married to your first wife and she couldn't give you a child, people looked at you differently, no matter if you were successful. Потому что когда ты, скажем, поженился на первой жене, и она не дает тебе детей, люди как бы на тебя косо смотрели. Because they always, during that era, it was a statue of gratitude to pass on your work to your kids, everything that you earn. В то время это было очень важно, вот передавать все, что ты, скажем, заработал, своим детям. So if the first wife didn't give you a child, you got remarried. И если первая жена не могла тебе сына предоставить или ребенка, ты женился вновь. And that's what happened here. И так случилось и здесь. Even though he got married to Penina, he still loved Anna. Он поженился на Финане, но он все-таки любил Анну все-таки еще. Because when he did his sacrifices, he gave a very important one to Anna. Потому что когда он приносил жертву, он особую часть давал потом Анне. But no matter that, no matter how during that era people looked at you, it was still a sin before God's eyes to have 2 wives. Но разницы нет, как на тебя смотрели другие. Перед очами Божьими это было как бы неправильно иметь 2 жены. So let's take a look at Anna. Давайте посмотрим ближе на Анну. Anna was a soft-hearted, calm, collective individual. Анна была как бы такая, нежно-сердечная, такая спокойный человек. She was probably slow to anger, Она, наверное, не злилась очень скоро. calming to have another woman in the house. Это как бы приятно, как бы успокаивающе иметь еще одну женщину в доме. Imagine now when there are 2 women in the house, there's going to be a feud. There's going to be not disagreements. They won't be on the same page. I want to do this, the other one wants to do that. And imagine sharing a husband. А представь себе сегодня, да, если 2 женщины в доме, то есть обязательно будут разногласия, будут споры, будут проблемы, и им же надо делиться одним же мужем. But we don't read that about Anna. Но мы об этом здесь не читаем. Can you imagine the anger and the sadness that Anna maybe endured by having Penini next to her, giving birth, and Anna helping her with all of that? А представим, как, в какой скорби Анна находилась, вот, опять же, ее, вот эта Финана, не раз родит сына, и как бы ей надо все это смотреть, и даже помогать может. And thinking to herself, why is Penini getting blessed and not me? И она думала, почему Финана благословенна, а я нет. Ladies, imagine you working in a hospital setting. А представьте себе, женщины, если вы работаете в госпитале, And you're in the birthing center. и вы работаете там, где принимать роды, And you've been married for a long time and you want to have a child, but you're the one that's helping bring a new life into this world, knowing that you have to give that life back to its rightful owner. и вы уже давно замужем и хотите ребенка иметь, но вы просто вот принимаете роды и отдаете этого ребенка тому, кто родил. I think that's how Anna felt. Скорее всего, так себя чувствует Анна. This is what is known as a empty happiness. Это называется как бы пустым счастьем. We all get it. Мы все через это проходим. No matter what time of your life, you're gonna have a empty happiness. И разницы нет, в какой период вашей жизни вы живете, будет такое понятие, как бы пустая радость, пустое счастье. And I think that's what Anna felt. И мне кажется, так Анна себя чувствовала. Because seeing this year after year,
Penini is bringing a child to Elkanah, and she can't. А глядя на Финану, которая год за годом опять роет ребенка, а она не может. And she knew that this was a problem. И она знала, что это проблема. But she doesn't go to her house and grabs Elkanah by the shirt and says, "Why are you not giving me a child?" Но она как бы не подходит к Елкане, там, хватает его за шиворот и говорит, почему ты мне не даешь ребенка? She goes to the source of all the answers to all the problems. Она идет к источнику ответов на все проблемы. She goes to God. Она идет к Богу. And she prays. И она молится. And in verse 10 it says that she prayed to the Lord and wept in anguish. В 10 стихе написано, она молилась Господу и горько плакала. She wasn't crying because Penini was saying bad things to her. Она не плакала, потому что Финана ее как бы унижала. So when you live long enough with somebody that's mean to you, two things happen. Когда ты живешь довольно долго с человеком, который тебя унижает, следующее случается. One is that you leave. Во-первых, ты просто уходишь. And two, you ignore them. Или номер два, ты просто игнорируешь их. And you know how to deal with it. И ты знаешь, как с этим обращаться. And that's what Anna did. She didn't leave. И так Анна так и поступила, она не ушла. She was crying because she knew that she was missing something from God, something very important. Она скорбела, потому что она знала, что ей от Бога что-то она не получила, что-то очень важное. And that was a child. Это был ребенок. Because in Psalm 127:3, it says, "Behold, for children are the heritage from the Lord. The fruits of the womb is a reward." Потому что в псалмах написано, что дети – это наследие от Господа, благословение утробы. And Anna loved her husband. И она любила своего мужа. And we could see that. She followed him every single time he went to do a sacrifice at the temple. И мы это видим. Она за ним следовала каждый раз, когда они ходили в храм для того, чтобы принести жертву. And she loved the Lord. И она Господа любила. Because when Elkanah went to worship, she followed. Потому что когда Елкана пошел на поклонение, она следовала за ним. She didn't make any excuses. Она извинений не давала. And she knew that in order to get the answers that she needed to bow her knees and pray to the one that has all the answers. Она знала, что получить ответы на все свои вопросы нужно преклонить колено и спросить у того, кто имеет ответы на твои вопросы. And so in verse 11 she starts praying, "O Lord of hosts." И в 11 стихе она начинает молиться. Господь Саваоф. Meaning that she's putting all of the attention of this world aside. Это обозначает, что она как бы все напряжение этого мира она отлаживает. And she's focusing directly to God. И она смотрит вот прямо на Господа. And she says very important words. She says, "Remember me." Она говорит очень важные слова. Она говорит, вспомни меня. Или презри на меня. And the Lord did. И Господь это сделал. And even though she was praying, her prayer was interrupted. И она молилась, но ее молитва как бы прервалась. And by Eli, he thought that she was drunk. Или прервал ее молитву, он думал, она пьяная. But that wasn't the case. Но это не было так. She was hurting so much that she didn't even realize that Eli was standing there. У нее так много боли было, что она даже не увидела, что Или там стоял. Not until he pointed at her and yelled, "You're drunk." До того, как он как бы ее вызвал и сказал, ты пьяная. And so after the prayer, what happened? И после молитвы что случилось? During the prayer, she made a promise to God. Во время молитвы она сделала обещание Богу. She said that if you answer my prayer, I will give what in the promise that I will give back to you. Она сказала, если ответишь на мою молитву, то я отдам то, что ты даруешь мне. And the Lord remembered her. И Бог это вспомнил. Because later, in verse 13 and 14 and 17, it says that she was talking from her lips, and there was no voice heard. Мы видим в 14, 13, 17 стихе, что она говорила устами своими, но как бы не слышалось ничего. But the Lord remembered her and gave her a child.
Господь вспомнил о ней и даровал ей ребенка. And she named him Samuel И она назвала его Самуил, because she asked for the Lord of him. потому что And he gave it. она вопросила Господа о нем, и Господь дал. And seeing this as a blessing again and again, И видя это как благословение, she remembered what she promised him. она вспомнила, что она обещала Богу. Because in 24, verse 24, В 24 стихе she said that when she weaned him, she gave him back to the Lord. написано, что когда она вскормила его, она отдала Господу его. She remembered her promise, the words that she said 9 months ago, Она вспомнила обещание свое 9 месяцев тому назад, and she fulfilled it. и она исполнила его. And for that, God blessed her even more. И за это Господь ее благословил еще более. In chapter 2, verse 21, Во 2 главе 21 стиху it said that the Lord visited Hannah, and so she conceived and bore 3 more sons and 2 more daughters. там говорится, что посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. I think Anna was happy before. Мне кажется, Анна до этого была уже радостная, I think she's more happy. а сейчас она еще более радостная. I guess she got more than what she asked for. Она получила более того, что она просила. This is a perfect example of God's blessings. Это прекрасный пример Божьего благословения. But the key is, remember your promise that you made to the Lord. Но ключ здесь таков. Помним обещание, которое мы даровали Господу. Let this be an example of how humble, kind, caring Anna was. Пусть это будет примером, как вот смиренно и с добрым сердцем она себя вела. Remember your promises that you made before God when you repented, Вспомним обещание, которое мы сделали перед Богом, когда мы покаялись, when you baptized. когда мы приняли крещение. Remember the promise you made to your wife or husband when you guys got married. Вспомним обещание, которое вы даровали своему супругу, когда женились. Fulfill it. Выполните его. That will be a blessing to you all. И это будет благословение вам. Amen. Аминь. Молитесь, и мы закончим.